Каждый из нас так или иначе перемещался в другие города и даже другие страны. На отдых или же по работе. И мы не исключение. Но одно дело – это приехать в уютную гостиницу со всеми удобствами и перемещаться на отдыхе между ней, пляжем и рестораном на такси. И совсем другое – это собрать походные рюкзаки, сесть верхом на велосипеды и отправиться в неизвестность. И вот, наконец, мы решились отправиться в свое первое настоящее путешествие. Сколько времени мы потратили на подготовку нашего путешествия? Да почти нисколько. Многочисленные форумы и видеоуроки про туризм пестрили разнообразием подходов к проблеме, поэтому мы решили набить собственные шишки и улетели в Крым почти спонтанно, решив действовать по обстоятельствам. Договорились с местным велоклубом об аренде 2 великов, с собой взяли только самое необходимое – палатку, спальники, немного денег и телефоны для навигации. 20 октября мы благополучно прибыли в аэропорт Симферополя. Напрасно все говорили нам, что в 2 часа ночи добраться до города можно только на такси и не менее чем за пару тысяч рублей. Из аэропорта нас благополучно увез автобус за 13 рублей с носа. А уже в городе мы завалились в первый же работающий хостел на ночевку, потратив по 300 рублей на каждого. Если вкратце описать все наши дальнейшие перипетии в Симферополе, то было все примерно так. Хостел, не понравилось. Нужно куда-то деться. О, кофеек. Это река Славянка. О, торговый центр. О, жрачка. О, знакомые знакомых могут вписать. Отлично, погнали. А если серьезно, то спасибо тебе большое, дядя Саша, что приютил, накормил и напоил заплутавших путников. Правда, оставить сей поступок безвозмездным мы все-таки не смогли. Заветную бутылку 1000 рублей оставим прямо здесь. А потом приехали наши велосипеды. Железных коней нам прям по геолокации доставил Андрей из компании Крымвел. Осталось только дождаться утра. Но не тут-то было. Это Жора в коридоре расстается. Слышишь? Слышу. Нет, не ходи. Не ходи туда. Посреди ночи за дверью мы услышали какой-то странный звук. Похожий то ли на клубы пара, вырывающиеся из сопла старого локомотива, то ли на агрессивно дышащего Дарта Вейдера. В какой-то игрухе. По закону жанра, как тупые подростки из второсортного ужастика, мы пошли посмотреть, в чем дело. Это оказался какой-то лысый сосед. А что он там делал на лестничной клетке с таким звуком, для нас осталось загадкой. Может, кто-то подскажет в комментах? А потом настал день старта.
Вдоль шоссе повсюду валялись вот такие вот странные плоды. Позже мы узнали, что это маклюра, и они несъедобные. Хорошо, что на вкус мы их не попробовали. Сожалений больше нет. Я включаю дальний свет. Ложится на асфальте и уносит время ветром, оставляя путь на карте с каждым новым километром. Ложится на асфальте и уносит время ветром, оставляя путь на карте с каждым новым километром. Шум колес, турбины, бой. Каждый выбрал транспорт свой. Электрический, народный или вездеход болот. Стук копыт, босые ноги подчиняются до... У нас, короче, привал. Мы меньше, чем в 10 километрах от сарая. Асфальте и уносит время ветром, оставляя путь на карте с каждым новым километром. И ложится на уносит время ветром, оставляя путь на карте с каждым новым километром. Мы сейчас находимся на самой охренительной в мире велодорожке. Вы только полюбуйтесь. Вот там сбоку машины ютятся, а здесь мы кайфуем на велосипедах. На самом деле это была строящаяся часть шоссе Таврида. Кстати, далее на этом участке дороги мы повстречали местного старичка, выгуливающего собаку. Когда он узнал о том, что мы пересекаем Крым на велосипедах, то был очень вдохновлен нашим приключением, посчитав его очень захватывающим и романтичным. Снимать его на телефон было как-то неловко, а экшн-камер, работающих в режиме нон-стоп, у нас не было. К слову о камерах. Нашим главным косяком было даже не то, что мы пользовались двумя дешевыми китайскими телефонами и старым Panasonic, а то, что мы не удосужились намутить им хотя бы элементарные крепления, к примеру, на грудь. Потому что ехать на велосипеде, снимая с правой руки и управляя левой, следя одновременно и за кадром, и за дорогой, это очень тяжело и опасно. Также неудобно было крепить рюкзаки к багажникам. Они норовили разболтаться и слететь. Велоторбы были бы удобнее. В 9 часу вечера мы въехали в Бахчисарай. Яндекс.Карты нас, правда, обманули. Мы хотели попасть в торговый центр Бахчисарай-Сити, а там вместо него просто пустое недостроенное здание. Но нам все же удалось поесть и попить пивка. Вот они, настоящие горные дороги. Здесь вокруг все дома из печенек. И заборы тоже из печенек. Любой опытный турист засветло озаботится о ночлеге. Но мы, разумеется, не из их числа. Мы добрели до края села с местным лабазом, когда взошла луна. Вот эта точка — это луна. А потом бесстрашно направились вглубь леса. Кто знает, где мы будем ночевать? Даже мы еще не знаем. Очень скоро темно стало настолько, что мы пробирались по каменистой тропе практически на ощупь, обозревая только 2 кружка света от фонарей перед велосипедами. Усложнялся путь еще и тем, что идти нам пришлось пешком и постоянно вверх. Мы хотели горы, мы их получили.
Через некоторое время, выбившись из сил и каким-то образом пробив колесо, мы решили разбить лагерь на небольшой поляне, недалеко от тропы. Это наша стоянка. Мы среди ночи в лесу. В какой-то передаче по выживанию в лесу я видел, что обезопасить лагерь от вторжения диких зверей следует их же методом. Так что пришлось обмочить несколько кустов по периметру. Работает это или нет, не знаю. Но по факту ни одного лесного визитера мы не встретили. Палатку мы собрали быстро и непринужденно, хоть и делали это всего второй раз в жизни. Тут на самом деле очень тепло в этой палатке. Мы думали, что будет холоднее. Туски переживала, что мы замерзнем ночью. Но тут пипец как тепло. Мы уже не в Бахчисарае, мы вот в этом заповеднике каком-то, да? Здесь вместо земли по большей части камни торчат. До горы Айпетри 53 километра, что-то такое. Это наша следующая серьезная точка. Яндекс велосипедный пишет нам, что в течение 4 часов мы туда можем добраться, если постоянно ехать на велике. Но мы же не будем постоянно ехать на велике. Потому что если мы доедем завтра до Айпетри вообще, то послезавтра нам вообще нехер будет делать. Я никогда так не ошибался в своей жизни. Утро нового дня застало нас красивым рассветом. Заря занималась над верхушками деревьев. Лес наполнялся птичьими голосами. Ты скажи, как холодно, блин, на улице. Раздался голос из палатки. Ну, в целом не так уж и холодно. Плюс 10 всего. Бывало и хуже. Только мы проснулись, возникла необходимость в замене спустившего колеса. Странное дело. Вроде Туска ни на что такое не наезжала, а колесо ни с того ни с сего сдулось. Но как только я его разбортировал, причина стала ясна. 1, 2, 3, 4, 5. О, 5 дырок. Ну, как говорится, на леченом коне нам придется проехать еще почти 100 километров по горам и равнинам. Приключения продолжаются! То самое настоящее горное эхо. Вскоре мы поднялись до древней крепости V века Чуфут-Кале, возвышающейся над уровнем моря на почти 600 метров. Ах да, вот почему снимать с велосипеда без крепления затея так себе. Ауч. Кадр, блин, запорол. Ух ты ж, нихера себе. Это отвесная скала, прям отвесная. Не самое лучшее место для подобных падений. Крепость, выдолбленная в скале. Это же круто! Как тут не полазить?
Опасно, значит, говоришь. Сейчас попробуем. Действительно опасно. Вот это вот реально страшно. Ой-ой-ой. От отвесных скал сердце уходило в пятки. Вот, слышишь, оттуда прям. Акустика внутри скальных домов просто зашкаливала обилием плотного эха. И оно еще прям продолжается и продолжается эхо. Офигеть. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Видишь, они тут как-то чем-то непонятно. Чем они тут? Бетоном или чем фигачили? Какие-то куски это уже додел, что ли? Это, кстати, реальный звук с камеры. Неожиданное сочетание пролетающего в небе самолета и колокольчиков на овцах зазвучало как эмбиентный синтезатор. Чтобы попасть на дорогу к горе Айпетри, нам пришлось снова спуститься в Бахчисарай и взглянуть на него при свете солнца. Вот он, этот ханский дворец. Мы там были. Наконец-то добрались до завтрака. Странное дело, продавщица местного магазина, как только узнала, что мы из Москвы, сразу же начала спрашивать нас про наше отношение к Путину, а потом стала рассказывать про то, что раньше в этих местах основной доход населения шел за счет продажи наркотиков, которыми торговали в открытую, как на рынке, а теперь с приходом новой власти все это прикрыли, и выживать приходится за счет повышения цен на все подряд. Зачем нам эта инфа, неясно. Мы всего лишь туристы. А далее нас ждала еще одна мелкая поломка. Дешевое китайское крепление для телефона на руль велика внезапно лопнуло. Как хорошо, что еще при сборах мы, по большей части по приколу, взяли с собой пресвятую всепомогающую синюю изоленту. Кто ж знал, что она нам реально так поможет? Держится? Отлично! И мы двинулись дальше. До горы Айпетри 49 километров. Постепенно местность вокруг нас обрастала горами и покрывалась огромными каньонами. Это здоровенные камушки. Как тут было не попытаться залезть на них?
Издалека видно, что я даже до подножья не добрался, но на деле высота там была весьма устрашающая. Я аж решил надеть на себя кофту, чтобы катиться кубарем вниз было мягче. Зато там я набрел на подозрительно знакомый запах и взял образец с собой, дабы независимая экспертиза подтвердила мои догадки. Мы, короче, нашли, чем пахнет джин. Да, это был именно он, можжевельник. Еще один момент, в котором нам пригодилась волшебная изолента. Вот задний маячок. Он предназначен для того, чтобы крепить его под седло, но если его закрепить под седло, будет не видно. А так будет видно. К вечеру мы пересекли село Соколиное и снова направились во тьму леса. Да, 25 километров по вихляющему серпантину вверх – это вообще не одно и то же, что 25 километров по ровному шоссе. Благо на дороге мы были одни. Почти одни. В какой-то момент пути из глубины лесного склона послышался шелест листвы, упорно приближающийся к нам. Так как при въезде в лесное хозяйство висел знак о наличии тут диких животных, то нам стало не по себе. Вдруг в данный момент на нас сейчас охотится волк или рысь. Поделать мы ничего не могли, поэтому просто поехали дальше. Шорохи утихли. Мы выбились из сил и поставили палатку прямо в лесу. На моем телефоне кончились батарейки. Мы переставили симку на Туськин телефон, но у нее нет таких программ, которые стоят у меня по навигации. Поэтому мы сейчас без связи, одни, в лесу, в палатке. Надеюсь, мы доживем до утра. И все-таки мы выжили. Замерзли, проголодались, но выжили. Туски, вставай, вставай. Тепло ли тебе, девица? Спустя некоторое время мы решили спуститься обратно к селу Соколиному, дабы согреться, поесть и зарядить гаджеты. Там же мы решили довериться Яндексу, который предложил нам аж несколько велосипедных путей до горы. Мы выбрали самый короткий. Это Яндекс называет велосипедной, дорожкой, на. Велосипедный, посадить бы их всех на велосипеды и по этой дорожке прогнать. Разработчиков карт? Ага. Нам потребовалось целых полдня, чтобы понять, что это ловушка, и что чем дальше мы будем лезть в гору по этим непроходимым дебрям, тем глубже застрянем. Все, Алис, возвращаемся к исходной точке. К селу, которое, как Омск, невозможно покинуть. Итак, конец дня, мы все еще в Соколином. При этом потратили огромное количество времени и сил. Яндекс повел нас просто по отвесным горам. В лес. В результате мы приняли нелегкое решение вернуться. И теперь мы снова попробуем поехать по серпантину, но на этот раз я взял Крым. Поэтому я надеюсь, что если мы примем немножко Крыма, то Крым примет нас. Все, мы поехали.
Сейчас, в данный момент, мы сражаемся с айпетринским этим серпантином. Уже потихонечку солнце садится. Осталось 42 километра до цивилизации, до Ялты. На горы опустилась непроглядная мгла, а серпантин все не кончался, уводя нас все выше и выше. И тут в какой-то момент из темноты показалась идущая на нас фигура человека. Это было неожиданно. Человек поравнялся с нами. В свете фонарей его движения казались неестественными. Сам он был изрядно потрепан и не обращал на нас абсолютно никакого внимания, как будто не видел нас. Даже когда Туська на всякий случай поздоровалась с ним, ковыляя как киношный зомби, он скрылся во тьме. Наверное, вскоре и мы бы тоже превратились в таких же зомби, если бы не проезжающий мимо патруль МЧС. Ребята с радостью согласились подкинуть нас до села Охотничьего, аргументируя это тем, что все равно дня через 3 им пришлось бы спасать нас отсюда. Уж лучше сразу. По пути мы узнали, что по-хорошему такие, как у нас, путешествия следует заранее регистрировать в отделении местного МЧС, чтобы, если что, спасатели знали примерную местность, где нас искать. Жутко холодно и туман. Мы, короче, на вершине плато Айпетри. Вот, это у нас Туська, вот он. Нас сейчас МЧС спасло просто от неминуемой смерти. И сейчас мы идем в Охотничий, да? Да. Говорят, там типа бесплатный перекантовка, короче. Ну, короче, до Ялты 20 километров, вон, смотрите. В селе Охотничьем мы зашли в первый попавшийся трактир, дабы согреться и перекусить. Но внезапно нарвались на армянское гостеприимство. Вы посмотрите на эти порции, вы посмотрите на эти порции. Охренеть. Ну это порция шашлыка. Накормить и напоить нас попытались по полной программе. 300 грамм коньяка, 300 рублей. Вот только коньяк на деле оказался самодельной настойкой жженого сахара на самогоне. Меня с него нехило прибило и потянуло на приключения. А что мы делаем? Мы делаем самую безумную вещь, которую только можно придумать. Вот видите, что там внизу? Это Ялта. А мы сейчас находимся в 15 километрах от нее на серпантине. Руки мои трясутся. Вниз мы ехали с довольно приличной скоростью. Еще бы, с горочки катиться — это не в горочку ползти. 4-й час ночи, вокруг никого. Вдруг нас обгоняет внедорожник. Обогнал и обогнал, едем дальше. Только вот на следующем витке машина останавливается, явно поджидая, когда мы приблизимся. Мы равняемся, а внутри сидят 4 крепких бритоголовых парня и смотрят на нас. Ну, думаю, все. Нарвались на местную братву, грабящую среди ночи зазевавшихся туристов. Была не была. Лучшая защита — это нападение. Подъезжаю к ним и спрашиваю, все ли у них в порядке. А то встали посреди дороги, может, случилось чего. И тут они повеселели. Да нет, говорят, у нас все хорошо. Мы как раз думали, что у вас что-то случилось. Хотели предложить до города подбросить. Я объяснил им, что все так и задумано, и мы велотуристы. Мы вместе посмеялись, и они укатили дальше. Тем временем мы спустились в Ялту. Короче, мы в Агробе. Покинули чертов серпантин, а Ялта оказалась вся из серпантинов. Это пиздец, товарищи. Вот. Ой. Сейчас бы поспать немножечко, а не вот это вот все. Поспать нам все же удалось. Хвала интернету. С добрым утром. Фу. За окном уже солнце светит. У нас осталось 2 часа до выселения, поэтому мы выспим этот номер вообще
полностью, да. А еще здесь, смотрите, что есть. Здесь есть чайничек настоящий, электрический. Поэтому я сейчас пойду в магаз какой-нибудь и попытаюсь купить кофе. Тут пока в магазин сходишь, ноги себе так нехило подкачаешь. Вообще в этом что-то есть. Я люблю многоуровневые всякие постройки. Но тут на каждой улице все это. Последний привал нашего пути подходит к концу. Пора выдвигаться. Чтобы надежно закрепить на заднем багажнике велосипеда походный рюкзак на 70 литров, нужно как следует повозиться. Но зато в качестве бонуса мы получили универсальность транспортировки, что в случае с арендованными велосипедами совершенно необходимо. В путь! Последние 12 километров остались до Ласточкиного гнезда. Мы наконец-то увидели море. Три километра до финиша. Курпаты. Да, дома тут строились явно для экстремалов. Дорогая, я пойду покурю на балкон. Тара-тара-та-дам, тара-тара-та-дам, тара-тара-та-дам. Ну а вот наконец-то и оно. Святые покрышки! Это ж Ласточкино гнездо! Наша финишная точка. Ну, собственно, проезд к Ласточкиному гнезду закрыт, поэтому мы здесь на остановочке тормознулись. В день нашего финиша было объявлено штормовое предупреждение, поэтому все потенциально опасные достопримечательности закрыли. Именно поэтому мы не смогли докатить до Ласточкиного гнезда каких-то 500 метров. Из-за шторма мы также не попали на вершину горы Айпетри, не покатались на фуникулере. Крым как будто специально не раскрылся полностью, дав нам время набраться опыта как велотуристического, так и в походной видеосъемке, и в будущем вернуться сюда снова, подготовленными и открытыми для всех его чудес.